Для тех, кто нас первый раз видит, мы 4 года назад почти переехали из России в Аргентину. И вот здесь вот мерзнем теперь. То дома у нас отопления нет вообще. То Аргентина и Франция, они похожи вот этим свободным духом. Архитектор-бруталист. Привет. Привет. У нас холодина лютая, замерзли. Сколько градусов? 10? Я не знаю, но очень холодно. Зима приближается. Едем на ярмарку куда-то. Там, не знаю. Ярмарка французская. Сегодня 2 ярмарки. Французская и русская. Да. Но мы сначала поедем на французскую, а потом как будет настроение. Может и на нашу зайдем. Для тех, кто нас первый раз видит, мы 4 года назад почти переехали из России в Аргентину. И вот здесь вот мерзнем теперь. Да вот еще 5 минут сидеть ждать. Назад пешком пойдем. У нас рубрика «Пешие прогулки по выходным». Вот мы доехали, теперь немножко пешочком прогуляемся. Только выглянет солнце, сразу жарко становится. Здесь вот парк такой, лавочки, люди греются. Вот такая интересная есть архитектура. Что за здание? Кто знает, подскажите. Прям очень необычно. Вот такой вот здесь въезд. И как вы могли подумать, что это такое? Это, оказывается, библиотека. Как вам такой масштаб? Очень необычно и неповторимо, так сказать. Вот такие дома соседствуют с парками, крутыми деревьями. На солнце вот так люди садятся на плиточку и греются. Только мы мерзнем. Против солнца будет. А вот она, ярмарка. То, о чем мы говорили, туда, куда мы приехали. Сейчас посмотрим, что там продают. Самая большая очередь за бутербродами. De agua para hidratar las claras. Nosotros el agua usamos un agua, bueno, nosotros estamos usando agua mineral, pueden usar agua que sea potable obviamente. Y acá vamos a meter 450 mililitros. Un montón de cosas. Jorgelina, la casa chocolatier, que proviene su Torre Eiffel con sabor crème brûlée, Torre Eiffel, sabor pistache. Большая ярмарка, много национальных явств, да, как говорят, все такое вкусное, съедобное, но желание не появилось отстоять очередь и что-то попробовать. Лень нам стоять. Все, уже согрелись. Нормально. Ну да, потому что дома у нас отопления нет вообще. Самая теплая Вероникина комната, там солнышко, оно и нагревает. У нас спальня, это капец холодная. Ну, жена лукавит.
И сегодня я хотела пойти купить пижамку. Я немножко замерзла. Жена лукавит, я-то какой русский не сделает отопление, просто еще не включали. Вот. Ну, конечно, мой муж идеальный. Он сделал, конечно, отопление и стуфу, но я вам хочу сказать одну вещь. У нас в России когда-то были теплые полы, было тепло. Я любила ходить в майке и в шортах. Ну, после работы пришел, переоделся. Сейчас вы не поверите. Я не хочу выносить нашу эстуфу, как здесь называется, и включить, ну, хотя это дело 5 секунд, да? Мне нравится закутаться в одеяло, одеться, и мне прикольно. Перед тем, как лечь спать, принимаешь такой горяченный душ, и потом хватает почти что до утра. Ну и муж рядом. Да. Не, ну на самом деле все классно. я когда построю свое жилье, то там тоже будут теплые полы и прочее. Вот. Будет отличаться от местного понятия о качестве жизни. Привет, привет, привет. Как дела? По-аргентински. ¿Cómo te va? Muy bien. Мы как только пришли, слушай, пока тебя ждали, такие были песни душевные, французские. Обожаю этот язык. И вот только мужу говорила, наверное, если бы выбирала из стран Европы, наверное, это Франция. Но ярмарка, мы уже чуть прошлись, мы сейчас еще раз вместе с тобой пройдем. хорошо. И ждали тебя, потому что, ну, ты очень хорошо знаешь историю Буэнос-Айреса. И почему так в Аргентине любят французов? Французскую ярмарку устроили, и других я не слышала. Ну, расскажешь нам что-нибудь? Да, конечно, я с удовольствием всегда рассказываю. Я тем более в глубину копаю историю Аргентины. Для меня это просто бальзам на сердце. Каждый раз что-то новое узнавать. Вот французская ярмарка, вообще ярмарки устраиваются в Буэнос-Айресе, там независимо от времени года, от погоды даже бывает. Ну и почему ярмарки происходят часто? Потому что город Буэнос-Айрес очень многообразный, многолюдный, многонациональный. Аргентина поднялась на мясе, на сельскохозяйственной продукции, и когда вот хлынул сюда поток этих денег, мясо стали в Европу отвозить, и пошла эмиграция, волна эмиграции. Европа приближалась к своему кризису, стало меньше работы, больше населения, и поэтому... А здесь было 3 миллиона жителей. Почему Франция стала здесь задавать тоже тон, несмотря на то, что французских корней у аргентинцев не так много. Сейчас насчитывается около 300 тысяч людей, аргентинцев, которые имеют французские корни. Ну, это небольшая, как бы это, да. Но, тем не менее, мода на Аргентину, на Францию в Аргентине началась сразу после Майской революции, потому что Майская революция в 1810 году, когда начался процесс освобождения от колониальной зависимости от Испании, она вот именно поднялась, жизнилась на идеях французской революции, вот это конца 18 века. И сюда тайно привозили литературу французскую, просветительскую. Леночка, вот как раз вот то, что это я слушаю, у меня прям сразу такая мысль пришла, что Аргентина и Франция, они похожи вот этим свободным духом. Что первая революция во Франции, да, вот свободолюбивая. Аргентина вообще такая свободная страна. Да я всегда говорю, что здесь дух свободы летает в воздухе. Многие меня, наверное, не могут понять, потому что это надо прочувствовать. Когда мы выбирали страну, мы выбрали Аргентину, потому что это страна эмигрантов. И вот что касается революции во Франции, я сейчас читаю книжку такую маленькую, Вероника в школе проходила ее, про Бельграна. И как раз на том моменте, что когда он учился в Испании, он закончил университет, и он читал вот эту запрещенную литературу. Ты стала рассказывать, я помню, надо мне, кстати, дочитать, все никак. Ну, книга на испанском, это... Я учу испанским, мы же учим, да, поэтому читаю сейчас только все на испанском. Вообще не трачу время на русский язык. У нас есть на канале, кстати, смотрела, да, там прогулки по Буэнос-Айресу, но в первый раз
с гидом. Ну это очень интересно, поэтому я очень рекомендую прогуливаться по Буэнос-Айресу с гидом. Когда мы шли на ярмарку сегодня, увидели очень интересное здание, которое находится сзади нас. Но у нас сегодня такой уникальный случай, что ты можешь нам про него рассказать, ну, если тебе не сложно, конечно. Расскажи, пожалуйста. Нет, конечно. Здание, стоящее за нашими спинами, это Национальная библиотека Аргентины, которую построил архитектор аргентинец. Он вообще итальянец был, родился в Италии, но жил в Аргентине, прожил. Тут его деятельность вся состоялась. Звали его Клоринда Теста. Архитектор-бруталист. Это один из виднейших архитекторов вот этого модернистского течения архитектуры, которое сложилось в 20 веке. Он жил во второй половине 20 века. И вот яркий представитель брутализма. Вот на этом месте до 60-х годов стоял дворец, ну, одного из богатых представителей высшей аристократии Аргентины, Буэнос-Айреса. И это потом впоследствии в этом дворце, когда они были национализированы в 30-х годах 20 века, вот в 50-х годах, в 40-х годах здесь жила чета Перона, Эвита Перон и Перон. Вот в этом дворце жили. И когда к Перону тут сложные отношения в Аргентине, кто-то его любит, кто-то ненавидит, также и Виту, его жену. Когда Перон вообще умер, лишился власти, дворец этот, типа дворец Пас, если вы были его там. Снесли, да? Его снесли, потому что тут жил Перон, поэтому его снесли. Зачем? Вообще, по идее, да. Ну, в общем, но зато место, слава богу, построили хорошее, интересное здание, которое тоже и теперь является такой эмблемой, культурной эмблемой, да, Буэнос-Айреса. Вот тут BMW старинное в хорошем состоянии. Вот посольство Великобритании. Украинский флаг у них, как вы видите. Это вот район Реколета, район Исла. Самая дорогая недвижимость, как нам подсказал гид. Да, вот красивый этот домик такой. Здесь тишина, хотя там 200 метров и Либертадор. Но здесь на возвышенности, поэтому очень тихо. Тоже начало 20 века, вот характерный особняк аргентинской аристократии, которую строили. Самолет. Ну да, и тут это конечно, этот вход Ньюбери, этот аэропорт. А вот это надо перелезать. Вот канадское посольство. У них тоже флаг Украины. Надо будет на русском посольстве посмотреть, там так же или нет. Это район Палермо-Чика. Один из самых престижных и дорогих, как говорит нам Лена. Да, я сказал уже. Он сказал? Чика. И вот тут буквально несколько улочек небольших, по которым можно найти такое разнообразие архитектурных стилей разных жанров. Вот тоже брутализм. Это вот у нас идет эклектика уже с элементами английской архитектуры. Ну, все это уже современный модерн, да, это уже ар-нуво, вот, в общем, вот такое. А это вот такое французское вот здание с французским влиянием. И я хотела тут сказать, подчеркнуть интересный момент, что вот Аргентина, вот как Марина говорила, что свободная страна, и в архитектуре это проявляется, в архитектуре всего города. Каждое здание, смотрите, оно вот разное, вот
вот одно здание, другое, ну то есть совершенно разных архитектурных стилей направлений, но все это в итоге смотрится очень гармонично. Вот, вот И атмосфера от такая чего, классная. от чего Буэнос-Айрес, я думаю, привлекает так людей и душевно по нему гулять, потому что, ну реально, такие вот разности, это как вот калейдоскоп детский такой с этими, Да, зимние цветы в Палермо Чика. Так, тоже совершенно маленькая. И вот такое, Классический автомобиль. это вообще старье, наверное, да? Такое 50-е, наверное, какие-то годы, да? Ну да, Американская. даже неизвестно, что это. Очередь это же не просто очередь, это же вот пообщаться. Да. Ну а это дворец, музей. Там, говорят, сохранилась мебель, все как было ранее. И это уже совсем другая история. Как-нибудь мы туда сходим. Если будет возможно, то поснимаем, покажем вам.